еще раз о свете светлее светлого, да? Ну, по сути, ведь именно свет являет нам все то, из чего получается картина, даже в более широком философском смысле, если хотите. Именно свет обнажает конструкцию объектов, подобно скульптору, удаляет все лишнее, вырезает из пространства некие формы, поворачивает их, делает их трехмерными. Мы применяем сложившийся благодаря нашему зрительному опыту механизм распознавания объемов. По тону, светосиле отдельного сегмента плоскости мы можем определить его положение относительно источника света, а значит его положение и в пространстве. При самой простой схеме освещения сверху, самая светлая плоскость – крышка, по касательный фасад и борта. Темнее, светлее в зависимости от положения источника света. При этом цвет – это тоже свет, ну или его часть, то есть одна часть спектра поглощается предметом, а остальная отражается, доставляется к фоторецепторам в глаз. При достаточном освещении доставляется к колбочкам, и по степени их коллективного возбуждения в мозг посылается информация о цвете. При слабом освещении к палочкам. Тут информация о цвете более скудная, зато они хорошо воспринимают тоновые градации и при необходимости подкручивают контраст на месте соприкосновения сходных по тону участков. Старые мастера рекомендовали щуриться, меньше информации о цвете, больше о тоне. И наоборот, писать живо, то есть заниматься настоящей живописью, можно только при правильном освещении. Ну, допустим, свет из окна на северной стороне дома или при правильном устройстве искусственного света, нейтрального в 4500 кельвинов и достаточно яркого, ну, скажем, в 400 люксов на рабочей поверхности. Только при достаточном освещении глаз определит даже незначительную разницу цвета сегмента. Он ближе к красному или к сине-зеленому, например. То есть та самая теплохолодность, которая тоже работает для строительства формы. Американский художник, преподаватель живописи Фрэнк Мейсон приставал к ученикам с вопросом «Где световой эффект?». Ну, приставал не без причины, считая, что каждой картине нужна область, где свет проявит себя в полной мере. Это не всегда может быть слепящий блик, полоска света из окна, но некий эффект, проявленный светом, рефлекс, ореол, подсвеченный воздух, фонарь. То, что натура откроет только очень пытливому исследователю. Это недоступно ни самоуверенным стилизаторам, фантазерам, ни тем, кто просто собирается развлечься расслабленной мазнёй. Эти чудеса реальности откроются только для ученых мужей, ну или для тех, кто подходит к живописному процессу как к логичному последовательному опыту, где художник будет прищуриваться, надевать солнечные очки или выпучивать глаза, разбирать эффекты, анатомизировать явления, глядя на матовое стекло павильонной камеры, или вообще воспользуется навороченным фотоаппаратом и 3 разными фильтрами для объектива. Логично использовать приборы в процессе исследования, это уместно. Я собираюсь измерить температуру воды. Вы что, взяли термометр? Нет, уберите, это жульничество. Только на ощупь, а лучше на глаз. Ну и результат тогда будет так себе. Ну, тепленькая пошла. Мы же понимаем, что результат своих наблюдений художник все равно материализует руками, пишет картину, где необходимы глубокие знания в области материалов, живописных техник, плюс всевозможные теории, как и специфические знания в области геометрии, физики, химии. Я не видел, чтобы он систематически читал какую-либо научную литературу, которая пригодилась бы для получения ученого звания и открыла бы ему путь в мир науки. Однако некоторые предметы он изучал с поразительным рвением и в каких-то довольно странных областях обладал настолько обширными и точными познаниями, что порой я был просто ошеломлен. Зато не знал самых простых вещей. Ну, как говорил Грег Кройц, другой американский художник,
Нам не нужны какие-либо физические способности, как танцорам. Художник может быть любого роста, телосложения, пола, расы и возраста. Нам не нужно тренировать себя, как, например, музыкантам или другим представителям художественных специальностей. Нам даже не обязательно быть на 100% психически здоровыми людьми. Но это точно. Как же передать яркий свет на картине? Прием, лежащий на поверхности. Использовать густую светлую краску, положить ее импаста, буквально выжечь свет в районе блика, добавить ореол, осветлить тени вокруг, найдя при этом верный цвет и ореола, и перехода, соотнеся их, например, с локальным цветом объекта, который на самом свету может быть сильно разбелен. Как бы восполняя утраченную информацию, не теряя силу света. Помогут и глубокие безбелильные тени, как противовес. Конечно, нужно различать мягкий свет от жесткого рисующего, от прямого заполняющего и света контрового, подсвечивающего, только края формы подсвечивающего, да. Но обычно это свет из-за объекта, создающего контражур. И самые простые или самые распространенные варианты верхнего или чуть бокового света, заполняющего форму на 3/4. Максимально информативный вариант. Как ни странно, сила цвета в самых светлых местах имеет значение. Если отказаться от чистых белил полностью, от этого энергичного мазка света, то все светлые зоны будут решены с учетом локального цвета предмета. Например, погасить все можно финишной лессировкой или тонированным лаком. В таком случае можно получить вялое освещение. А если перебелить объект, мы получим бесцветные молочные цвета. Можно предложить использовать локальный цвет уже на краю, в самом начале. Мы как бы даем зрителю подсказку об истинном цвете объекта, на месте, где предмет встречается со светом впервые. Но это вовсе не самое выпуклое место, да? То есть это не место блика, который несет информацию об источнике света. Холодный белый свет лампы обычно даст именно такой блик, в случае с каким-нибудь медным, латунным, золотым чайником блик сдается и проигрывает теплоте материала. Хотя все еще может кое-что рассказать о характере поверхности, отполированная, гладкий, легкий мазок или шероховатая, прерывистый, выполненный торцом кисти, да? У Дэвида Лифеля бывают очень сложно написанные блики, и там все, и окно, и подоконник, и, наверное, зеленый кактус на окне тоже успевает проявиться. При очень контрастном свете края теней или края световых зон начинают как бы вибрировать. Помимо очевидного тонового контраста, мы встречаемся здесь с одновременным симультанным контрастом. Серая или голубая тень порождает зону контрастного цвета при встрече со светлой зоной. Это не покажет фотоаппарат, явление связано с особенностями нашего считывания. Поэтому запечатлеть его на картине – это как бы предложить не изображение реальности, а изображение его восприятия человеком. Кстати, тень может быть и серая, голубой она покажется из-за того же одновременного контраста. Цвета как бы отталкиваются друг от друга. Такова несколько неадекватная работа все тех же рецепторов в нашем глазу. И, конечно, свет не статичен. Это всегда некая растяжка, градиент. Имеет значение расстояние от источника, но иногда даже более важна динамика света на картине. Он появляется, высвечивает, обнажает, подчеркивает, прыгает и исчезает. Как свет прожектора следует за главным актером. И зритель за ним, открыв рот. Да.